Привет, друзья! С вами Макс, и вы на канале «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Да, пропустит меня или не пропустит? Нет, кажется, меня не пропускает вот этот автомобиль. Это Аргентина. Да, тут можно умереть на пешеходном перекрестке. Вот, да. Ну окей, я нахожусь в Аргентине, друзья. И сегодня мы с вами идем к моему дому. Мы с вами совершим небольшую прогулку. И я вам отвечу на вопрос. Я отвечу на вопрос, который мне задают некоторые наши зрители и слушатели. Напомню, что у нас еще есть подкаст, да, и еще есть membership-программа. Там есть куча транскрипций для видео, для подкастов, дополнительные материалы, даже практика говорения. Так что внизу вся информация. Так вот, какой вопрос мне задают периодически? Какой вопрос мне задают периодически? А вопрос такой: Макс, как живется в Аргентине при Милее? Или что изменилось в Аргентине, когда сменилась власть? Да, где-то полгода назад были выборы, и в Аргентине победил либертарианец Хавьер Милей, человек с достаточно радикальными взглядами, хотя потом он эти взгляды немножко как бы дерадикализировал, если есть такое слово. Но тем не менее, часть людей его любит, часть людей его ненавидит, но кажется, что в общем в Аргентине люди поддерживают его курс. По крайней мере, большинство людей, кажется. Я сегодня буду говорить от имени иностранца. Да, я иностранец, который живет здесь. Я экспат, эмигрант, как хотите. Но я буду высказывать свое мнение. Я буду высказывать свою субъективную точку зрения, то, как я вижу ситуацию, то, как я чувствую ситуацию. Что изменилось? Что изменилось? Во-первых, у меня уже было видео про проблемы Аргентины. Не буду про них сегодня говорить. У меня было видео, поэтому посмотрите, пожалуйста. Там я подробно обо всем говорю. Что изменилось после того, как Милей... Так, не будем рисковать. Пусть чувак проедет. Потому что реально это опасно. Я не знаю. Наверное, из-за того, что весь город выглядит как клеточка, да, то есть вот так параллельные и перпендикулярные линии, так весь город. Может быть, поэтому пешеходам здесь автомобили не уступают дорогу. То есть приоритет имеет автомобиль всегда. И только редкие водители будут пропускать пешехода, а в основном нет. Не знаю, может быть, это связано вот с такой довольно... Не знаю. С такой планировкой города. Может быть, в этом причина, не знаю. Но окей. Что изменилось? Во-первых, Аргентина стала дорогой страной. Аргентина реально стала дорогой страной. Кофе, капучино 3-3,5 доллара. Хлеб, такой более-менее нормальный хлеб, 3-4 доллара. 12 яиц, тоже 3 доллара и выше. И такого в Аргентине не было. Таких цен в Аргентине не было. Они были гораздо ниже. То есть первое изменение, которое чувствуют здесь все, это то, что Аргентина стала реально дорогой страной. Последний раз я платил
Вот буквально недавно я платил за квартиру коммунальные платежи, газ, электричество, вода. У меня получилось $108 в месяц, друзья. $108 в месяц. Так, очень иногда боюсь переходить дорогу. $108. Ну, наверное, для европейских стран это недорого. Но в Аргентине год назад было в 10 раз дешевле. Ну, хорошо, ну, в 7, в 6, в 7 раз дешевле. И так со многими вещами. То есть Аргентина становится дорогой. Однако я не думаю, что это связано с Милеем и с новой властью. Мне кажется, проблема кроется в предыдущей власти, которая набрала кредитов, которая субсидировала все, и коммунальные платежи, и транспорт. Представляете, транспорт стоил, не знаю, 5 или 10 центов. 5 центов проезд в метро, 5 центов. Ну, там примерно 5 или 10. То есть, ну, это невозможно. Это означает полную убыточность транспортной системы. То есть так быть не может. И, конечно, сейчас, когда новая власть пытается что-то менять, первое, что мы видим, это скачок цен. Вторая вещь, это, как ни странно, идет некая стабилизация экономики. То есть макроэкономические показатели вроде как улучшаются. Да, профицит, дефицит бюджета у страны, это все улучшается. И это, конечно, очень хороший знак. Потому что, в стране не может идти нормальная жизнь, не может быть нормальная экономика, если макропоказатели просто внизу на дне. Поэтому кажется, что правительство за несколько месяцев смогло все-таки укрепить финансовую систему, да, экономическую систему. То есть страна тратит меньше денег, чем зарабатывает. Насколько я могу это понять. Следующий момент, третий, что мы видим, это укрепление национальной валюты. До этого мы видели, что песо просто падал вот так. В последние недели, даже, наверное, в последние месяц-полтора, я вижу, что песо, аргентинский песо, укрепляется. Реально. Это удивительно, но пока я вижу такую тенденцию. Посмотрим, что будет дальше. Следующая, третья, вещь, это что касается импорта. Импорт – это огромная здесь проблема. Вообще, каждая страна, которая говорит, мы будем поднимать собственное производство путем ограничения импорта. Вот это любимое сейчас в России импортозамещение, да? Оно не работает. Оно просто не работает. Оно не работает нигде. Как-то чуть-чуть в каких-то отраслях, наверное, что-то можно улучшить. Но если закрыть импорт, вот так взять и закрыть импорт, и надеяться, что у тебя внутри страны появятся отличные, недорогие, качественные товары, нет. Это так не работает. Это так не работало в Советском Союзе. Это так не работало в Аргентине. Это так не работало в Аргентине вот последние 20 лет. Поэтому сейчас вроде как начинают снимать ограничения на импорт.
И вроде как уже отменили ограничения на импорт на некоторые продукты, и это классно. Это классно, потому что сама тенденция на либерализацию экономики, мне кажется, единственное, что может спасти Аргентину. Ну, окей, не буду говорить такие высокопарные слова, но да, импорт реально нужен. Ну, например, вот эта камера, да, эта камера. У меня было две. У меня была еще вот такая камера. Я пробовал на нее сегодня снимать, но она сломалась. Она снимает лучше, чем эта, но она сломалась. И здесь, в Аргентине, она стоит на 100 или 150% дороже, чем, например, в Соединенных Штатах. Да. Может быть, даже на 200%. Не знаю, надо смотреть. Но на 100-150% точно. И самое главное, что ты можешь просто не найти какой-то современной модели. Какая-то старая модель будет, а современной модели просто... Кот не захотел со мной общаться. А какой-то современной модели просто не будет. Поэтому к моей жене приезжала мама недавно. И она привезла нам просто чемодан вещей, одежды, обуви, и в том числе какой-то электроники. Просто потому, что в России все стоит гораздо дешевле. То есть в России ты заплатишь на 10-20% больше, чем в США. А в Аргентине ты заплатишь на 150% минимум больше, чем в США. И это при том, что на Россию наложены санкции. Там 15-й пакет сейчас или 14-й, какой там будет. То есть, несмотря на все эти санкции, гораздо выгоднее там покупать электронику и везти ее сюда. Вот такой вот странный, чудесный новый мир у нас. Вот, поэтому, да, реально импорт нужен, нужно снять ограничения, без этого просто невозможно, без этого просто, тяжело. И это происходит. Что еще могу сказать? Есть другие разные изменения, которые направлены тоже на освобождение, да, экономики и освобождение, скажем так, на свободу людей заключать договоры друг с другом. Например, договор аренды на квартиру, чтобы он был более адекватный. Есть разные вот такие вот. Так, ту железную дорогу нужно точно переходить супер осторожно. Вот. Есть куча еще мелких вещей. Некоторые из них начали работать, какие-то еще не начали работать. Но мне хочется сказать, что тенденция, она прям мне пока нравится. Все, что пока происходит, мне кажется закономерным. Да, еще вот одну вещь, которую хотел сказать. Уже через несколько месяцев, во втором полугодии 2024 года правительство здесь обещает сделать нормальный один курс песо к доллару. Я сказал, что песо растет. Но это растет, песо укрепляется, да, но это укрепляется песо черный, песо на черном рынке. Помимо нормального черного курса, есть еще десятки других разных курсов песо для разных целей. И это все полная неразбериха и хаос. Это тоже все досталось от предыдущих властей. И вот с этим... Это огромная тоже проблема. Это огромная... Например, я плачу картой за какой-то товар, и я плачу всегда на 10%, минимум на 10% больше. И любой, например, турист тоже платит минимум на 10% больше.
Вот. И во втором полугодии это тоже хотят убрать. Наконец-то будет, я надеюсь, в Аргентине один курс доллара к песо. Да, один курс. Мы все этого очень хотим, конечно, но поживем, увидим. Как мы говорим в России, поживем, увидим. Тенденции мне пока нравятся. Аргентина стала дороже, но это логичный результат. Да, мне кажется, это абсолютно нормально, при том, что вроде как сейчас я вижу, что цены по чуть-чуть начинают опускаться на некоторые товары. То есть цены взлетели, сейчас на какие-то они по чуть-чуть падают. Но не знаю, что будет, друзья. Я не пророк, я не экономист, я не эксперт. Это то, как я вижу эту ситуацию. Мне кажется, что надежда есть. Надежда прям есть. Надежда есть. Я чувствую надежду. Вот здесь где-то надежда. Поэтому посмотрим, поживем, увидим. Всего вам хорошего и до встречи в следующем ролике. Пока.